В городе Гродно помимо католических храмов есть также храмы православные. И, безусловно, они, конечно же, имеют свою древнюю историю. Во второй половине XIII-XIV веков подавляющее большинство населения Гродно составляли предки белорусов православного вероисповедания. Поэтому, несмотря на то, что Гродно управляли литовские князья и их наместники, православные храмы продолжали свободно функционировать. В середине XVI века в Гродно было только два католических храма. Это был деревянный фарный костел на рынке, сейчас это Советская площадь, основанный князем Витовтом, и небольшой ренессансный каменный костел Святого Духа на современной Советской улице. В то же время православных храмов и церквей, и часовен в Гродно было 9. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о православных храмах, которые были на территории города Гродно, но, к сожалению, не сохранились. И вы, наверное, я думаю, удивитесь, как удивилась я, когда узнала, где некоторые из них находились. Вот ни за что бы не подумала. Итак, мы начинаем. По археологическим данным совершенно точно известно, что в Гродно в XII веке было 4 каменных церкви. Наиболее старой по хронологии специалисты считают Нижнюю церковь, которая есть на территории старого замка в городе Гродно. Из исторических источников, а именно из Ипатьевской летописи, известно, что в 1183 году Гродно горел, и церковь каменная от блистания молний и шипения грома была разрушена. И те руины Нижней церкви были обнаружены во время археологических раскопок на территории старого замка, которые производил Юзеф Иатковский в 1930-х годах. Во время раскопок были также найдены там и остатки колокола, и мелкой церковной утвари. В настоящее время руины Нижней церкви законсервированы Гродненским историко-археологическим музеем, накрыты деревянным куполом, и там ведутся работы. Возможно, когда-нибудь мы увидим эту Нижнюю церковь, открытую для посетителей. Храм этот был исследован и представляет собой размеры стен 16,8 на 11,6 метров. Помимо Нижней церкви была также церковь Верхняя, и ее обнаружили на кладбище рядом с захоронениями, которые датировались XIII-XIV веком. Предположительно, в августе того же 1933 года Юзеф Иатковский во время раскопок на Старом замке обнаружил руины храма, который перекрывал остатки Нижней церкви. И, исходя из ситуации, ее условно назвали Верхней церковью. Историки предполагают, что постройка Верхней церкви была осуществлена в период с 1300 по 1326 год князем Давыдом Городенским, который весьма успешно отражал набеги крестоносцев в районе Гродно. Первую попытку реконструкции Верхней церкви предпринимали еще в XX веке, в 30-х годах, и Верхняя церковь представляла собой небольшую замковую часовню в готическом стиле размером где-то 9 на 9 примерно метров. В литературных источниках есть два рисунка реконструкции Верхней церкви, это вот эти. Очевидно, что следующий по хронологии Гродненский храм XII века – это церковь на укрепленном фасаде на современной территории Нового замка, так называемая Воскресенская церковь. Большинство специалистов отождествляют этот храм с Воскресенской церковью, которая упоминается в некоторых исторических документах и, возможно, изображена на гравюре Цунта Адельгаузера 1568 года под цифрой 2. Остатки этого храма до сих пор не найдены археологами, но с большей долей вероятности специалисты говорят, что она находилась на площадке, которая сейчас занимает Новый замок. Небольшие археологические раскопки, которые здесь делали археологи в 1993 и 2000-х годах, показывают наличие плинфы, кирпича XII века на этой территории. Еще Воскресенская церковь упоминается в привилегии короля Сигизмунда Августа вместе с Симеоновской церковью и другими. Ракурс гравюры Цунта Адельгаузера и неопределенность с идентификацией здания Воскресенской церкви не позволяют сделать какие-либо заключения о архитектурных особенностях в то время. Она фактически не пережила XVII век, и по данным историков, Воскресенская церковь, возможно, сгорела в 1614 году.
Тогда был выделен участок на улице Резницкой, это современная улица Кирова, куда ее якобы собирались перенести, взамен сгоревшей. По мнению историка Гордеева, новая Воскресенская церковь на этой Резницкой улице, если и была построена, то была, возможно, разграблена во время войн протестантами и шведами во время оккупации Гродно в 1657-1661 годах. Малая церковь, предположительно, существовала в районе Пожарной Каланчи в XII веке. Но дело в том, что культурный слой был очень сильно поврежден во время строительства королевских конюшен в 1793 году, а также когда уже в 2000-х проводились здесь земляные работы, все было повреждено, поэтому сейчас что-либо найти здесь не представляется возможным. Но Малая церковь упоминается в документах XV века в связке с Малым Поповским монастырем или монастырем на Подзамче. Историки предполагают, что из опустошенного Борисоглебского Калужского монастыря монахи переехали в стены города. Отсюда и название его в XVI веке – Малый Поповский монастырь. На гравюре Цунта и Дельгаузера, по предположению историка Квитницкой, она есть. И сейчас здесь, как знают гродненцы, действующая пожарная часть. А с башни Каланчи в 11:58 ежедневно можно услышать мелодию дня. Я во время съемок случайно попала, но не с той стороны, увы. Приблизительно в этом месте, где сегодня расположен пруд и речка Городничанка соединяется с речкой Юриздикой, и есть так называемые королевские родни. Так вот, по мнению археологов, именно на этом месте располагалась Николаевская церковь в XII веке. Дело в том, что неподалеку от этого предполагаемого местонахождения и сегодня бьет родник, который еще называют королевским. Существовала восточнославянская традиция XI-XIII веков ставить вблизи таких мест церкви именно в честь святого Николая, которые назывались церкви Николая Мокрого. Николаевская церковь впервые упоминается во время правления Сигизмунда Августа около 1559 года, но в уволочном измерении села Городница указано лишь ее приблизительное месторасположение на высоком берегу у впадения ручья в речку Городницу, это сейчас Городничанка. В 1681 году место, где находилась Николаевская церковь, отошло к замковой юрисдике, а в 1736 году храма уже не было. Сегодня здесь ничто не напоминает об этом храме, но родник все еще есть. Домовая часовня архиерейского дома была расположена как раз в здании главного корпуса резиденции Валицкого. Дворец был построен в 1772 году по проекту архитектора Мёзера для размещения резиденции вице-администратора Городницы и после 1795 года принадлежал магнатам Дзыконским, а потом перешел к Михаилу Валицкому. Поначалу домовая церковь в честь святого Иоанна Предтечи располагалась прямо в главном корпусе здания в резиденции архиерея, но в 1874 году была переведена во флигель и освящена в честь виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Именно в это время в южном флигеле была устроена домовая церковь, которую запечатлел на своих рисунках Наполеон Орда, а главное трехэтажное здание архитектурного ансамбля стало именоваться архиерейским домом. В 1952 году епархия была закрыта, в советский период здания комплекса использовались различными организациями, и в правом флигеле сегодня располагается домовая Никольская церковь, освященная в честь Николая Чудотворца. Она построена относительно недавно в бывшем здании, где раньше располагалась каретная во дворце Валицкого, но уже успела стать одной из любимых церквей у гродненцев.
Следующая церковь Пречистенская. Она находилась на территории Гродно XII века во дворе нынешнего женского монастыря Рождества Богородицы. В 1980 году белорусским археологом Чернявским были найдены останки руин этого храма XII века, а именно Пречистенской церкви. До этого о существовании этого храма было известно очень мало. Она была сделана из плинфы, и размеры ее были 20 на 12,7 метров. К сожалению, не удалось обнаружить никаких письменных источников этого храма, но на фрагменте гравюры Цунта и Дельгаузера, вот здесь под цифрой 2, она располагалась, по мнению историков и археологов. Известно, что при ней существовала богадельня, на содержании которой королем Сигизмундом Августом была выделена сумма в 10 копеек литовских грошей, и привилей этот позже подтвердит и Стефан Баторий. В актах Виленской археографической комиссии Пречистенская церковь упоминается как каменная. Сейчас о ней можно судить только на основании гравюры Цунта, и в исторических документах упоминается, что в 1614 году Харужий Кунцевич и его жена завещали Пречистенской соборной церкви большой участок земли в городе Гродно. А в 1647 году соборная Пречистенская церковь сгорела, и была построена деревянная церковь Рождества Богородицы по проекту архитектора Иосифа Фонтаны. А в 1726 на месте деревянной постройки была возведена каменная, и уже с 1726 по 1751 по его же проекту был возведен здесь монастырский корпус. Следующий утраченный храм расположен был напротив Бернардинского монастыря. Это был Борисоглебский мужской монастырь на улице Мостовая. Кто-то возразит, что, позвольте, здесь же был женский монастырь Бернардинок. Да, но я говорю о православном храме, а Бернардинский монастырь был католическим. Подождите, я сейчас все объясню. Храм располагался на месте теперешнего драматического театра, построенного на высоком плато еще в 1984 году. А в 1618 на этом месте был основан женский монастырь Бернардинок, и к середине XVII века был построен каменный костел и монастырский корпус. И лишь после того, как Борисоглебская церковь на Коложе была уничтожена оползнем, российские власти в Гродно стали рассматривать варианты размещения Борисоглебского мужского монастыря в каком-либо католическом монастыре города. Вначале рассматривали разместить его напротив здания мужского Бернардинского монастыря, но в октябре 1853 года указом императора все же женский Бернардинский монастырь передали православному ведомству, и 23 апреля 1854 года передача была закончена. Но состояние здания было очень скверным и требовался значительный ремонт. На него и были потрачены значительные суммы из остатков казны Борисоглебского монастыря, около 1500 рублей. Фактически работы по перестройке монастыря продолжались до 1696 года. Уже позже, в 1915 году, Гродненский Борисоглебский мужской монастырь был эвакуирован, и большая часть движимого имущества, в том числе чудотворная икона Калужской Богоматери, а также сокровищ собрания Гродненского церковно-археологического комитета. Вид на мужской Борисоглебский монастырь в 1944 году сохранился только на фотографиях, а также на акварели Наполеона Орды от 1867 года. Во время боев за освобождение Гродно в 1944 году здание подвергалось сильному обстрелу со стороны немецких позиций и сгорело. В послевоенное время в связи с прокладкой улицы Новозамковой, сейчас это улица Давыда Городенского, остатки храма монастыря были разобраны, а на его месте позже уже было построено здание театра. Если пройти от Бернардинского костела выше по улице Парижской коммуны, то рядом с высоткой есть лестница, по которой можно сойти с улицы Парижской коммуны и спуститься на Подол. И вот как раз на этом самом месте стояла часовня и было кладбище на Подоле. На гравюре Цунта Адельгаузера 1568 года этот храм-ротонда на Гродненском Подоле отмечен.
А также историк Квитницкая впервые упоминает его и отмечает, что в 1771 году кладбищенская часовня соборной церкви уже существовала. Она описывает, что храм был круглой формы, увенчатый куполом с балюстрадой сооружений, и в то же время на плане, копию которого составил Юзеф Иотковский, очевидно, что часовня просуществовала как минимум до 1816 года. Вот фрагмент этой гравюры и вот этот купол с крестом. Вот как раз на этом месте, где лестница на Подоле, он там и отмечен. И в литературе есть фотография, что вот именно на этом самом месте, где вот я сейчас стою, снимаю, вот здесь было эта самая часовня и кладбище. Следующий исчезнувший храм – это Честнокрестненская церковь на Подоле. По мнению историков, она, возможно, существовала уже в XII веке, и некоторые исследователи относят ее расположение к району бывшего тонкосуконного комбината, сейчас вот здесь Институт правоведения. По мнению историка Юрия Гордеева, церковь на Гродненском Подоле впервые упоминается в 1480 году. Данные свидетельствуют о том, что район Подола был заселен уже в XII веке. Из текста привилея великого князя Александра о предоставлении городу Гродно полного магдебургского права в 1496 году следует, что великий князь Витовт когда-то даровал жителям Гродненского Подола особые привилегии. И вполне вероятно, что это отдельная категория жителей Гродно, подоляне так называемые, организовали отдельный приход, построив на нем церковь Честного Креста, Честнокрестненскую. Она упоминается в начале XVI века и в других документах, когда привилеями великого князя Александра ей также были дарованы 2 уволоки земли в урочище под деревней Ольшанкой. И на гравюре Цунта Эдельгаузера она присутствует, и также на гравюре Томаша Маковского. Как считают историки, Честнокрестненская церковь просуществовала до 1674 года, когда митрополит Киевский Киприан Жиховский подарил кармелитам Басым землю и саму церковь для обустройства монастыря. И до постройки нового каменного кармелитского монастыря в 1736 году богослужения монахов-кармелитов проходили в переделанной в костел церкви Честного Креста. В первой половине XVIII века через улицу напротив участка Честнокрестненской церкви возводится барочная резиденция униатского митрополита. Здание вот это сохранилось до сих пор, это дом по адресу Мостовая, 40. А функции Честнокрестненской церкви в 1674 году перешли к кладбищенской часовне на Подоле. Дальше расскажу про Симеоновскую церковь. Это наиболее таинственный гродненский храм XVI века. По предположению историка Орловского, она находилась здесь, где как раз дворик иезуитского коллегиума. Почему самая таинственная? Потому что есть гипотеза о том, что нижняя церковь на замке была названа в честь святого Симеона, а затем после ее разрушения так была, возможно, названа и верхняя церковь. И есть предположение, что во время перестройки Гродненского замка князем Витовтом в начале XV века Симеоновская церковь была перенесена из замка в город. Вследствие за историком Орловским остальные исследователи тоже размещают этот храм в начале современной улицы Карла Маркса, ниже перекрестка с улицей Городничанской. Она есть также на изображении гравюры Эдельгаузера 1568 года, вот здесь под номером 1, а также предположительно изображена на гравюре Томаша Маковского в 1600 году. Орловский в своей статье «Симеоновская церковь Гродно» пытается как бы привязать этот храм к одному из зданий бывшего иезуитского коллегиума, но не все историки были с ним согласны. Упоминания об этом храме в XVII веке историки уже не находят. Про Александро-Невскую церковь у меня есть подробное видео, поэтому здесь только коротко упомяну сжатую информацию. Находилась она на современном перекрестке площади Тезенгауза, вот здесь. Была построена православными верующими города Гродно в честь чудесного спасения российского императора Александра II после очередного неудачного покушения. И была разобрана польскими властями в 1938 году с условием, что новая церковь будет заложена в районе улицы Щорса. Даже произошло освящение заложенного камня, был выбран проект,
Но в 1939 году Польши на этой территории не стало. После началась Вторая мировая война и стало уже не до того. Но на старых фотографиях этот красивый храм еще можно увидеть с разных ракурсов в нашем городе. Кому интересно посмотреть полное видео, ссылку я прикреплю в конце. Софийский собор. Почему я его называю здесь так, хотя в истории он более известен как Фара Витовта? Поясню. Мы говорим о православных храмах, а он был православным некоторое время, поэтому я сюда его и включила. Когда Гродно входил в состав Российской империи в 1795 году, то в 1802 наш город становится столицей губернии. И в этот период функционируют только два униатских храма, и оба были монастырские. Православных храмов не было, поэтому 29 февраля 1804 года вышел императорский указ о передаче пустого фарного костела в Гродно, Фара Витовта, под нужды православия. Здание тогда было отремонтировано, переоборудовано и 7 августа 1807 года освящено в честь Софии Премудрости Божией. Поэтому его стали называть Софийский собор. И внешний облик, конечно, очень изменился. Проведен был капитальный ремонт. Следующий значительный ремонт состоялся только в 1850 году, когда храм был полностью перестроен и удлинен. А 9 мая 1892 года здание храма охватил мощный пожар. На место немедленно прибыл протоиерей, пожарные, но звонница была такая высокая, что, к сожалению, ничего не удалось сделать. В конце концов, верхняя часть звонницы обрушилась на крышу, которая сразу загорелась. Балки крыши и частицы звонницы пробили в перекрытии дыру диаметром больше 3 метров, и 4 колокола постепенно утратили крепление и упали, пробив при этом перекрытие. Пожар удалось погасить только к вечеру, и почти 3 года решались организационные вопросы по восстановлению этого храма. А теперь расскажу о наиболее интересных фактах, связанных именно с Софийским собором. В декабре 1891 в Софийском соборе был крещен Максим Богданович, белорусский поэт. 6 сентября 1911 года в Софийском соборе епископ Владимир Белостоцкий отслужил панихиду по убитыми террористами в Киеве председателю Совета министров Петру Аркадьевичу Столыпину, который некоторое время был губернатором нашего города. 4 октября 1913 года в Софийском соборе отпевали члена Софийского братства, историка и краеведа Евстафия Филаретовича Орловского, чьи труды о нашем городе я часто цитирую, в том числе в этом видео. 1 ноября 1914 года Софийский собор посетил император Николай, императрица Александра и дочери, великие княгини Ольга и Татьяна. В 1914 году черная жесть на шпиле колокольни была заменена на медную, и было принято решение об эвакуации колоколов в Москву. Решение было принято в рамках общей эвакуации церковных ценностей, и тогда же в Москву были вывезены литургические предметы, иконы, другое церковное имущество, и все церковное имущество Софийского собора переместили в подвал храма Василия Блаженного на Красной площади. А позже решением польских властей Софийский собор в 1920 году был передан католической церкви. Здание в 20-е годы было отреставрировано, правда, не весьма удачно, по проекту архитектора Оскара Сосновского в стиле готики, и в нем размещался гарнизонный костел, а функции кафедрального собора перешли к Покровской церкви. Здание гарнизонного костела было взорвано и разобрано по решению советских властей в 1962 году. Сейчас на месте разрушенного храма установлен вот этот памятный знак. Был еще один утраченный храм – Троицкий. Располагался он в районе улицы Большая Троицкая. Троицкая церковь упоминается в привилее короля Сигизмунда I от 1506 года. Построена была предположительно во второй половине либо в конце 15 века, и в первой половине 17-го она еще функционировала. В последний раз храм упоминался как существующий в исторических документах в 1765 году. Вот такое видео у меня получилось.
Возможно, слегка длинноватая, но тайм-коды никто не отменял, и можно по ним пересмотреть информацию об интересующих вас храмах. Коды прописаны в описании под видео. Могу еще добавить, что вся информация взята и переработанная мной из книги Трусова Игоря Георгиевича «Православные храмы Гродно». И вы тоже можете взять эту книгу в отделе краеведения нашей библиотеки и все это прочитать самостоятельно. Фотографии взяты частично из профиля Владимира Савина в Инстаграме. Ссылки и описание всех источников и использованных в процессе съемок материалов я оставлю в описании к этому видео. Если видео понравилось, попрошу поставить лайк, это ваше маленькое спасибо мне. Ну и подписаться, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые интересные видео. Готовлю также цикл путешествий по Беларуси, поэтому летом думаю, что будет очень интересно. У меня есть также телеграм-канал, где я иногда рассказываю о съемках, каких-то фактах о городе, ну и какие-то интересные фотографии и видео тоже вставляю. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!